Здравствуйте! Канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – периодизация тренировочного процесса. Периодизация – это планирование вашего тренировочного плана с учетом цикличности различных аспектов в течение продолжительного периода времени. Именно такое и другие похожие определения вы сможете найти в интернете. Будет много версий, вариантов, положительных эффектов благодаря периодизации. Все это будет объединять лишь одно – направленность на спортсменов, целью которой будут соревнования, ну или другие подобные мероприятия, например, набор мышечной массы, значительное повышение силовых показателей или же увеличение аэробных возможностей, например, таких как пробежать марафон. Достижение подобных целей без планирования невозможно. И тут возникает вопрос, а если человек простой обыватель, работа, дом, спортзал, семья, отпуск, нет цели выступить на соревнованиях, пожать сотку или пробежать пятнашку, нужна ли периодизация в тренировках такого спортсмена и что это даст? Давайте разбираться. Итак, друзья, самый большой цикл, к которому привыкли большинство людей, это год. И мы попробуем его так и обозначить. Вот наш год. Причем год для большинства из людей берет начало у нас с 1 сентября. 1 сентября. Почему так? Сначала дети идут в садик, потом в школу, потом в институт, потом своих детей ведут в садик, потом своих детей ведут в школу и так далее. И вот мы и возьмем за основу нашего макроцикла, то есть наибольшего периода, это год с 1 сентября по 31 августа. Все это, конечно, условности, но да будет так. Далее. Потом у нас шло в школах что? Полугодие. Полугодие подходило к Новому году. Вот мы его пополам и поделим. Полугодие. Такой цикл называется мезоциклом. То есть второй по величине. Вот. Также это происходило и в школах, и в институтах. Поэтому для большинства людей это привычно и понятно. И дальше, естественно, каждое полугодие делилось у нас на определенные месяцы, где-то больше, чем месяцы. Это и было у нас, так сказать, микроциклы. Так мы определились. У нас есть годовой, это макроцикл, самый большой, который обозначен черным. Красненьким мы обозначили средний, то есть мезоцикл. И зелененьким обозначили более маленькие микроциклы. И теперь, определившись с пониманием терминов, давайте попробуем распределить год, макроцикл простого человека на меньшие периоды, поставить спортивные задачи и понять, какие преимущества это даст по сравнению с бессистемным хаотичным тренингом. Так, 1 сентября, друзья. Вы отдохнули в августе и решили вернуться к тренировкам. Осень – самый благоприятный период для построения красивого тела. Вот наш сентябрь. Это первый микроцикл. До витаминоза еще далеко, голова еще свежая, много фруктов и овощей, вы полны сил и решимости действовать. Первый сентябрьский микроцикл направляем на плавное возвращение в процесс. 4 недели вполне хватит, небольшие веса и без резких движений. Такой период называется вырабатываемость. Второй у нас будет октябрьский микроцикл. По возможности набираем обороты, возвращаемся к рабочим весам и пробуем немного больше, чем вы ранее могли. Третий микроцикл у нас ноябрьский. В нем мы пытаемся взобраться на самый пик ваших силовых возможностей. Пытаемся там удержаться. Поработать с этой максимальной интенсивностью в течение всего месяца. И после того, как мы прошли весь ноябрь и доводим в такой интенсивности аж до половинки декабря, потом мы начинаем сознательно чуть-чуть снижать обороты. Очень аккуратно. Снижаем интенсивность тренировок. Берем чуть меньше рабочих весов, чуть больше отдых. Готовимся к празднованию Нового года. Корпоративы, утренники, поздравления друзей и близких. Первое полугодие у нас получится немного короче второго. Но во втором будет больше отдыха. В конце концов, это все условности. И вот мы закончили первый мезоцикл. Первое полугодие и начинаем второй мезоцикл. Естественно, начнем мы его с празднования Нового года. Вот у нас январь месяц. И первая неделя это, конечно же, праздники. Это встреча с друзьями, с родственниками. А далее, надеюсь, будет поездка с семьей на отдых, например, в горы. Кто-то, возможно, поедет в южные страны на моря. И вот тут самое интересное.
Никаких тренажеров на отдыхе. Максимально пытаемся сменить род деятельности. Больше ходим по горам или по берегу моря, плаваем. Было бы неплохо походить к массажисту или к реабилитологу. И до конца января продолжаем заниматься другими видами спорта. Например, йогой, настольным теннисом или стретчингом. Можно слегка единоборствами в виде аэробной нагрузки. Не просто пассивный отдых, а смена вида деятельности. Второй микроцикл. Это февраль. И он у нас захватит почти весь март. У всех людей это может быть по-разному. Лично у нас это до половины марта, у большинства до конца марта. Организм после отдыха снова полон сил и можно попахать. Чуть добавляем силовой, наборем массы, подкачиваем необходимые детали. Задача поддержать и улучшить осенние результаты. Итак, до середины или до конца марта. Следующий микроцикл, начиная с середины марта и до конца апреля. Самый сложный период. Будем осторожны. Во-первых, весенний авитаминоз только и ждет, чтобы ваш организм истощился, и тогда он подкинет вам болезни. Поэтому мы сознательно снижаем интенсивность тренировок. Больше времени уделяем на восстановление. Поддерживаем ранее полученные результаты. Можно делать всего 2 силовых тренировки, больше уделять времени семье. Можно с семьей в виде 3-й тренировки или 4-й посещать бассейн, например. То есть восстанавливаем организм, легкие тренировки, пытаемся быть максимально аккуратными со своим здоровьем. Пережидаем сложный весенний период. Следующий микроцикл, 4-й, в него входит и май, и июнь, и июль. Чем примечателен этот микроцикл? То есть в мае уже появляется солнце, появляется у нас с началом тепла много свежей зелени, потом дальше идут фрукты, овощи. То есть этот период благоприятен снова для построения своего тела. И здесь мы применяем тот же принцип, аналогично с осенним, за исключением нескольких нюансов. К лету даем больше работы на рельеф и красоту. Интенсивность высокая, но не сколько за счет рабочих весов, а с помощью правильной техники, многоповторки. В общем, чем больше разнообразия, тем лучше. Тренировочный график также адаптируем с учетом уикендов, которые будут более частые. Поездки на природу, на дачу, возможно кратковременные или длительные поездки на моря. И таким образом работаем почти до конца июля. 5-й микроцикл – август. Заканчиваем наш год, конечно же, отпуском. В этот период максимально занимаемся реабилитацией и восстановлением. Отдыхаем от железа, больше свежего воздуха, море, горы и велосипедные прогулки, к примеру. А 1 сентября снова в школу. Молодец, Шарапов, хорошо мыслишь. Итак, что же мы получили от такой периодизации? 2 этапа интенсивного тренинга, 1 этап щадящего, 2 периода восстановления со сменой рода деятельности. Такой тренировочный процесс не будет нудным, позволит сохранить, приумножить здоровье, будет достаточно времени для семьи и, как показывает практика, даст небольшой, но стабильный прогресс, что не может не радовать в будущем. Надеемся, информация была для вас полезна и вы сможете улучшить свои спортивные достижения. С вами был канал Masters of Body. Мы благодарим клуб Orange за предоставленную возможность съемки. Константин Придьма, Андрей Шарапов и Дмитрий Журавель. До свидания.